Наверное, все были в Москва-Сити. Любая башня, стеклянный фасад, мрамор в лобби, деловые костюмы и атмосфера больших денег. Давайте представим, что вместо обычных сотрудников на каждом этаже инвесторы, которые вложили в это здание пенсии, сбережения, будущее детей. На первом этаже есть маленькая дверь с надписью «Выход». И однажды, в обед, все люди одновременно решают в нее пройти. Но она рассчитана на 5 человек в час. Именно такая ситуация сейчас сложилась в нескольких секторах мировой финансовой системы. Нефть и газ заперты в Ормузском проливе. Американцы не могут продать свое жилье, а крупнейшие фонды не хотят или не могут рассчитываться со своими клиентами. Привет, друзья! Это Квант Хилл, и сегодня мы разберем пока еще тихую, но очень знакомую по предыдущим кризисам историю. Вы не станете Майклом Бьюри после просмотра видео, но сможете сами составить пазл из, казалось бы, не связанных между собой новостей. Поставьте лайк и подпишитесь на канал. Это мотивирует нас делать новые крутые ролики. Готовы? Тогда погнали! Извините, ваши деньги сейчас недоступны. Есть фраза, которую ни один инвестор не хочет услышать. Не рынок упал, не портфель в просадке, а вот это. Мы не можем вернуть вам деньги прямо сейчас. 6 марта 2026 года BlackRock, крупнейшая управляющая компания планеты, у которой AUM 14 триллионов долларов, произнесла именно эту фразу. Инвесторы фонда на 26 миллиардов захотели забрать жалкие 1,2 миллиарда. BlackRock отдал 620 миллионов и повесил табличку «Ушла на обед в кассе». В тот же день выяснилось, что кредит на 25 миллионов в портфеле, еще вчера абсолютно здоровый, обнулился, не снизился и не переоценился, а стал нулем за ночь. Что происходит, когда инвестор видит мгновенное обнуление актива? Он не пересматривает стратегию, он бежит. И он не один. В течение 3 недель сработал эффект домино. Blackstone, крупнейший альтернативный управляющий в мире, получил рекордные запросы на выкуп и был вынужден достать 400 миллионов из собственного кармана. Когда фонд платит своими деньгами, чтобы удержать клиентов, это, мягко говоря, тревожно. Blue Owl перестал платить вообще, заменив выплаты долговыми расписками. Акции спикировали на 10% за день. Apollo ограничил выкуп. Инвесторам вернут 45% запрошенного. И количество таких случаев только растет. По данным Bloomberg, за квартал было запрошено на вывод 13 миллиардов. 2/3 выдали, 4,6 миллиардов заблокированы. А 27 марта история перешагнула Атлантику. Швейцарский UBS заморозил вывод средств из Европейского фонда недвижимости на 400 миллионов евро. На срок до 3 лет. С формулировкой о недостаточной ликвидности. Как вам? Когда проблема локальная, можно списать на специфику. Однако теперь становится похоже на системные проблемы, которые не получается замести под ковер. Рынок частного кредитования оценивается в 2,1 триллиона долларов. И он, видимо, запустил программу стресс-тестирования в реальном времени. Первую с 2008 года. Дом, который построил Джек. Пока фонды запирают двери, на другом конце финансовой системы развивается своя история. Типичный американский Джон решил продать дом, который построил Джек. Нанял риэлтора, тот выставил его на местном ЦИАНе и Авито по рынку. Поставил табличку «For sale», устраивает показы. Месяц, 2, 3, ходит и смотрит, но предложений никто не делает. Снизили цену – тишина. На американском рынке на 37% больше продавцов, чем покупателей. За всю историю наблюдений это крупнейший разрыв. В Остине, который еще 3 года назад был магнитом для инвесторов, продавцов сегодня вдвое больше. Ленар, один из крупнейших застройщиков страны, имеет среднюю цену продажи на уровне 2017 года. На графике красота. All-time high $192 за акцию в сентябре 2024. Сегодня акции торгуются в районе $90. Чистая прибыль за квартал составила всего 229 миллионов. Худший показатель с 2018 года. Институциональные инвесторы, скупившие сотни тысяч домов после кризиса 2008 года, теперь нетто-продавцы. 78% сделок в феврале закрылись ниже запрашиваемой цены. JP Morgan прогнозирует рост цен на жилье в этом году в США 0%. Дальше только можно подсказать им термины из новояза типа отрицательного роста. Ты только один в один не списывай. Если возникает ощущение, что вы это уже видели, это не ощущение. Сегодня у нас ремейк кризиса 2008 года с другими актерами. Помните игру на понижение?
Банки раздают ипотеку тем, кто не потянет даже процентные платежи. Кредиты упаковывают в инструменты с рейтингом AAA. Все зарабатывают, и никто, кроме одного доктора, не спрашивает, что внутри. Все обещали. Больше никогда, вводьте крест. Появились стресс-тесты, надзор, закон Додда-Франка. Прошло 18 лет, и что изменилось? Непрозрачность. Тогда никто не знал, что внутри CDO. Сегодня фонды частного кредитования сами оценивают свои активы по собственным методикам, по собственному расписанию. Оценку выставляет тот, кто продает. Непрозрачность не исчезла, а была переупакована. Несоответствие ликвидности. Тогда банки финансировали длинные активы короткими деньгами. Сегодня фонды обещают квартальные окна выкупа, но кредиты в портфеле за квартал не продать. Когда все бегут к выходу одновременно, маленькая дверь не справляется. Концентрация. Тогда 5 инвестбанков контролировали рынок деривативов. Сегодня BlackRock, Blackstone, Apollo, Blue Owl и Morgan Stanley – ядро рынка на 2,1 триллиона. Проблема у одного – цепная паника. Так что очень похоже, что на манеже все те же. Только вот костюмчики подорожали. Заветный подорожник. В 2008-м правительство залило пожар деньгами. 700 миллиардов на программу освобождения банков от проблемных активов. Потом ФРС скупил всякого на 4 триллиона под видом количественного смягчения. Экономика выжила. Но вместо урока «мы на краю, нужно менять систему» мир сделал другой вывод. Что бы ни случилось, государство напечатает денег. Пузырь – напечатают. Кризис – напечатают. Пандемия – напечатают. И, каждый раз печатали. И каждое спасение обходилось дороже предыдущего. В 2008-м госдолг США всего 10 триллионов. Сегодня 39. Только за первый год второго пришествия Трампа плюс 2,25 триллиона. 72 тысячи долларов в секунду. Процентные выплаты превысили триллион в год. Это больше военного бюджета, больше Медикея, которую люто ненавидит главный мага, и больше ВВП Швейцарии за 25 год. Внимание, вопрос. Если завтра начнется кризис масштаба 2008-го, чем тушить-то? Пирогами и сушеными грибами? Спасти рядового Райна. Илон Маск говорит, единственное спасение – ИИ и роботы. Машины увеличат производство, дефляция, ставки до нуля, долг перестанет быть проблемой. 3 года и всего делов-то. Он даже сформулировал жестче. Мы на 1000% обанкротимся без ИИ. Звучит увлекательно, если на цифры не смотреть. Совокупная выручка всей мировой ИИ-индустрии – 50 миллиардов. Мировой ВВП – 105 триллионов долларов. Доля ИИ в мировой экономике – менее 0,05%. Чтобы трансформироваться из входного коврика в несущую колонну мировой экономики, потребуется явно не 3 года. Повторим, выручка, не прибыль AI-компаний составляет 50 миллиардов при астрономических затратах. Только Amazon, Alphabet, Meta и Microsoft вложили 300 миллиардов за 2025 год. Прогноз на 2026 – 674 миллиарда, или 2,2% ВВП США. При этом OpenAI прогнозирует убытки 17 миллиардов в 2026 году, в 2 раза больше в 2027. При обязательствах по строительству дата-центров на 1,4 триллиона, уже закрытой ссора и растущей конкуренции. И вот точка, на которую хотим обратить особое внимание. Oracle. Стоимость страховки от дефолта по его долгу взлетела до 198 базисных пунктов. Это выше уровня 2008 года, выше, чем в разгар мирового финансового кризиса. 120 миллиардов в облигациях, чистый долг 90 миллиардов, кредитное плечо выше годовой выручки в 3 раза. Подробно уже рассказывали про Oracle вот в этом ролике. Посмотрите, если не видели. На Уолл-стрит CDS Oracle превратился в индикатор AI-краха, который уже показывает красное, хотя кризис еще не начался. Вдумайтесь, триллионы инвестиций, нулевая отдача, рекордный долг, страховка дороже 2008-го, и при этом 40% индекса S&P 500 – акции 7 компаний, а 37% сбережений американских домохозяйств – в акциях. По оценкам Оливер Вайман, коррекция масштаба доткомов может стереть 33 триллиона капитализации. И не только в США. А тем временем Dodge, не мем-коин, а мем-департамент Маска, не смог сократить дефицит. Под присягой его сотрудник это признал. Тарифы Трампа приносят 300-400 миллиардов, треть от платежей процентов по госдолгу. Маск, про которого мы отдельно писали в блоге, ссылка будет в закрепленном комментарии, верит, что AI всех спасет. Но пока это даже не спасательный круг, а потенциальная первая доминошка мирового кризиса. Послесловие.
Мировая финансовая система накапливает напряжение по тем же линиям, что и в 2007-2008 годах. Непрозрачность, несоответствие ликвидности, концентрация, перегретая недвижимость, вера в печатный станок. Да и Трамп еще войну развязал, которая может сильно добавить жару. 18 лет мир жил по одному правилу. Государство зальет любую проблему деньгами. Схема работала. Но каждое спасение стоило дороже. И в какой-то момент стоимость следующего превысит возможности спасателя. Мы не знаем, наступит ли этот момент, но мы точно знаем, прикладывать подорожник, когда нога сломана, не лучшая идея. Напишите в комментариях, что думаете. Мы на пороге нового 2008-го или рынок все-таки устоит? Ссылку на полную статью с цифрами оставим в описании. Подписывайтесь и ставьте лайк, чтобы поддержать канал. Думайте своей головой. А с вами был Квант Хилл.